Всем привет! Сегодня у нас небольшой сравнительный видеоролик, в некотором роде ретроспектива. Вспомним, какие масштабные копии были на рынке около 20 лет назад и сравним два европейских сидельных тягача марки MAN. Первая модель от Minichamps, модификация TGA, вторая модель от XO Models, которая поступила в продажу в прошлом году. Это дальнейшее развитие версии TGA, модификация TGX. И, конечно, это не прямое сравнение, потому что модели в нынешних реалиях в разных ценовых сегментах, но не стоит забывать, на свое время продукция Minichamps позиционировалась как средний ценовой уровень. Нынешние модели в коробочках MaxiChamps в плане проработки примерно такие же, как самые последние новинки от XO Models. И жаль, что Minichamps прекратил выпуск грузовых автомобилей в 43-м масштабе, а больше переключились на переиздание своих старых моделей и также изготовление новинок из эпоксидной смолы, а XO взял правильный курс. У них огромное количество различных грузовиков, не только европейских, но и американских, и в свою коллекцию я собираю американские траки, а евро-тягачи как-то обходил стороной. И можно сказать, данный MAN TGX от XO Models в моей коллекции первый евро-тягач, и если у вас будет интерес к другим новинкам от этого бренда, то оставьте ваш комментарий, я тоже посмотрю на остальные грузовики, возможно, приобрету их в свою коллекцию и, соответственно, тогда уже сделаю видеообзоры. И начнем мы с упаковки. Если посмотреть на коробочки XO Models, то легковушки и грузовые автомобили преимущественно пакуются в пластиковые прозрачные дисплей-кейсы. У Minichamps легковушки упаковывают в похожую коробку, а грузовики и автобусы в основном шли в обычных картонных коробочках. И, конечно, здесь я за прозрачный дисплей-кейс, но есть один нюанс. Если посмотреть на детализацию ходовой части у грузовых автомобилей от Minichamps, то там отсутствуют крепежные элементы, которые ухудшают детализацию автомобиля. И в этом плане предпочтительней обычная картонная упаковка, ведь сама масштабная копия выглядит более копийно. По размеру коробки примерно одинаковые. Если поставить их рядом, то у Minichamps коробочка чуть-чуть меньше, и сама масштабная копия значительно легче, потому что у грузовика больше мелких деталей из пластика, а у XO большинство деталей изготовлены из металла и отлиты единым целым с рамой грузовика. И как раз давайте начнем с обзора модели XO Models, потом посмотрим на изделия от Minichamps. У XO довольно стильное оформление картонки. На нижней стороне есть различная информация, которая касается данного бренда. Эти масштабные копии изготовлены в Бангладеше. Присутствует наклейка с артикулом, по которому вы можете найти грузовик в интернете, и указан прототип MAN TGX XXL D38 2018 года. И у XO такой грузовик предлагался в другой схеме окраски. Машина Line Edition, у которой на боковых стенках был рисунок льва, и также был набор из сидельного тягача и полуприцепа, но там машина была в специфичной схеме окраски, одной гоночной команды и тоже довольно необычный полуприцеп. И для себя не вижу смысла покупать наборы от XO Models, потому что полуприцепы по уровню проработки не такие хорошие. И я считаю, лучше приобрести отдельно сидельный тягач и докупить к нему полуприцеп от SSM или модель от Minichamps. Кроны, но правда эти полуприцепы сейчас стоят довольно дорого и очень редко встречаются в открытой продаже. И вот так модель выглядит прикрученной к подставке. И данный грузовик крепится при помощи двух крепежных винтов под крестовую отвертку. На многих изделиях от XO используются винтики с шляпкой под специальную треугольную отвертку. И у людей возникают трудности с демонтажом масштабной копии, потому что нету специального инструмента. И также здесь в пакетике поставляются две пластиковые антенки, которые вы можете установить на крышу грузовика, но в рамках сегодняшнего видеоролика установкой заниматься я не буду.
И у данной масштабной копии очень красивый темно-синий цвет металлик. И мне в плане окраски этот грузовик понравился больше, чем красный вариант. Хотя в моей группе ВКонтакте некоторые участники выкладывали фото такого же МАНа в красном цвете. И у них тоже получалась хорошая сцепка с полуприцепом Nefas от StartScale Models. У грузовика металлическая кабина, нету открывающихся элементов, передний мост не поворачивается, но колесики крутятся довольно свободно. Вполне хорошо детализирован интерьер, но сиденья окрашены в один цвет. Тоже окрашена панель приборов, есть вставка на центральной консоли и наклеены небольшие декали, имитирующие различные органы управления. На крыше также добавили хромированный кронштейн, на котором расположили 4 фары. Дворнички здесь из пластика, сделаны очень ажурно. Хорошо выглядит облицовка радиатора, хромированные буковки МАН. Вместо номерного знака здесь просто там по печатью написали название грузовика. И у этой масштабной копии, на мой взгляд, очень хорошо изготовлена светотехника. Вполне симпатичные колесные диски, окрашенные серебристой краской, покрышки без боковой маркировки, но у них ярко выражен протектор. И можно поставить резину от Maestro Models, у них на выбор есть покрышка Cormoran и покрышка, если мне не изменяет память, Continental. И эти покрышки должны отлично садиться на колесный диск от Exo Models, но пока что на своей модели я не сделал доработку, хотя в планах есть поставить покрышки, которые есть у меня в коллекции, и я их покупал для установки как раз на европейские сидельные тягачи. Вполне хорошая задняя светотехника, рабочее цепное устройство. На задней стенке отсутствуют перекидки, но есть имитация некоторых узлов настоящего автомобиля. И вот так у этой масштабной копии выглядит ходовая часть. Все очень условно изображено, окрашен топливный бак. И что мне не нравится у этого грузовика, так это крепежные элементы, которые разрезают карданный вал и коробку передач. И эти узлы можно было расположить в других местах, например, в топливном баке или в нижней части кабины. И давайте посмотрим на масштабную копию от Mini-Champs. Еще раз повторюсь, эта модель намного легче, у нее также более простая упаковка. На нижней стороне коробочки есть различная информация, которая касается данного бренда. Этот грузовик был изготовлен в Китае. Также есть наклеечка с артикулом, по которому можно было найти данный грузовик в интернете. Указан тираж 1344 экземпляра, и это одна из моделей, нету сертификата с уникальным порядковым номером. Насколько мне известно, у Mini-Champs никогда не шло сертификатов, а всегда писалась одна модель из. Хотя тоже тиражи очень условные, возможно, этих грузовиков было выпущено гораздо больше, кто знает. И такой МАН у Mini-Champs предлагался во всевозможных вариантах окраски. Были дилерские версии, также грузовик в наборе с полуприцепом Крона, тоже в различных вариантах окраски. И у меня в коллекции есть еще один похожий МАН, только с кабиной желтого цвета, и там написано DHL. Очень красивая масштабная копия, у нее превосходная покраска, аккуратная сборка, прекрасно детализирован интерьер кабины, сиденья окрашены в двухцветной схеме. Также прекрасно проработана панель приборов, дверные ручки отлиты вместе с кабиной грузовика, но издалека смотрятся очень хорошо, как будто это отдельные элементы. На крыше присутствует антенна. Конечно, тоже есть ряд упрощений, например, габаритные огни можно было не рисовать, а сделать в виде отдельных пластиковых деталей. И также стеклоочистители отлиты вместе с лобовым стеклом. В этом плане
у IXO дворнички сделаны гораздо лучше. Прекрасные фары, также отличные колесные диски. Покрышки здесь чуть лучше, чем у варианта IXO. Присутствует некая фактура на боковинах, но отсутствует маркировка. И протектор тоже вполне нормальный. И вот так выглядит нижняя часть. Есть запаска, окрасили топливный бак, выхлопную трубу. И еще раз повторюсь, что мне всегда нравилось у грузовиков от этого бренда — отсутствие крепежных элементов. И согласитесь, вот так ходовая часть выглядит намного привлекательней. Вот так выглядят задние фонари, рабочее седло, есть противоподкатный башмачок, перекидки и очень ажурно изготовлены кронштейны обтекателя. И можно посмотреть, как грузовички смотрятся, стоя рядышком на полке. И у IXO более крупный грузовик, но, еще раз повторюсь, это дальнейшее развитие модификации TGA, уже внесли конструктивные изменения, и опять же здесь есть декоративные элементы в хроме, которые украшают масштабную копию. Но обе модели отлично сочетаются, стоя рядышком на полке. Вы можете самостоятельно установить регистрационные номерные знаки, добавить полуприцепы, и у вас получится вполне хорошее собрание евротраков. Пишите ваши комментарии, какая из показанных масштабных копий вам понравилась больше всего. Что вы думаете о ранних моделях от производителя Mini-Champs? Насколько они лучше, чем нынешние модели от IXO Models? И видели ли вы эти модели в продаже? За сколько? И есть ли какой-то вариант в вашей коллекции? Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Подписывайтесь на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Жмите на колокольчик, можете посмотреть другие видеообзоры, которых скопилось на моем канале довольно достаточное количество. Также можете заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на те модели, которые я демонстрирую на этом канале. И можете вступить в мои группы ВКонтакте и Фейсбуке. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.